Ну давайте продолжим. Здравствуйте. А то я начал про пробуждение говорить, и все оборвалось. Вот. Начал говорить про то, чему подобно, скажем, как это сравнить, как сравнить. Не сравнить, а даже мои ощущения. Вы тут помните, был фильм «Люди в черном», первый. И там герой Уилла Смита выходит из магазина оружия после того, как ему все показали, как есть этого инопланетянина и так далее. Он выходит на темную улицу ночного, по-моему, Нью-Йорка и видит все другими глазами. То есть едет там велосипед с хвостом из-под плаща пассажира. И потом ползет таракан, и он убирает ногу, чтобы тот мог, не давит его, короче. Вот. И таракан ему говорит спасибо. И мне этот момент вот очень такой трогательный в этом вот смысле, потому что вот оно так все и есть. То есть, когда вы придете в этот момент, все существование вам говорит спасибо, что ты пришел. И вот оно становится равным тебе. То есть нет, исчезло все разделение. То есть цветок, травинка, там, комар или там дерево, или я. То есть все было абсолютно такое же живое, как я себя считал живым, скажем так. Вот. Небо, все пропало, это разделение. Вопрос такой. Исчезло понятие вот красивое, некрасивое, как вы все люди, нравится, не нравится. В обычной жизни ум это все включается всегда. Там, и вы видите, что все настолько божественно, стало все божественным. Вот так вот я бы сказал. Вот. Какое-то время это все продолжалось. Я сначала был там в комнате, с человеком разговаривал, потом, чтобы проверить, вышел на улицу и смотрел на это все. А потом уже, когда это все, как-то меня хватило это самое острое переживание длится там недолго. Вот. А потом вы отходите от этого и начинают вас мысли посещать такие. Как я вспоминаю, я думал, да если бы. А тогда были трудности такие в жизни, как бы там, по бизнесу, по всему, по семейному, по семье. Вот, и я думал, если даже моя жизнь, еще оставшаяся там, сколько мне лет, до старости, будет такая разнесчастная, и даже в 10 раз разнесчастнее. Вот. Трудная какая-нибудь, да, там, прям неимоверно. И если мне перед смертью выпадет вот это же, побывать там, хотя бы там, на денек туда, еще, то я буду считать, что жизнь прошла не зря. Вот такой силы это все, как это все выглядит на самом деле. Вот такая петрушка. Поэтому я в предыдущем видео был не точен, когда сказал, что существование нейтральное. Оно не нейтрально, оно вот ждет, когда вы сразу открывается, когда вы туда обратитесь. Вот. Это такое вкралась в мои слова умственная такая концепция, вот, которую любят разговаривать эзотерики. А на самом деле мистическое переживание вот оно такое, что оно ждет. Это такая картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Вот оно примерно об этом может быть. Вот.
Так что если вы чувствовали вот в детстве, особенно в детстве вы близки очень к этому состоянию, то есть когда ребенок, вот я себя помню, как лежишь, смотришь в потолок, и вот кажется так близко это перешагнуть этот барьер раздельный, то есть тут к ней он лопнет шарик, этот мыльный пузырь. Вот, если вы в детстве такое чувствовали, то есть наверняка это дети, да, наверное, я не знаю детей, кто так не живет, это просто их взрослые вытаскивают и беспокоятся, чего ребенок молчит. Я помню, как моя жена однажды пришла и про сына нашего сказала, а что он лежит и молчит, и в потолок смотрит 2 часа, внутри молча, я за него боюсь. Вот. Не надо идеи из этого выгонять, скажем так, потому что сейчас еще добавилась какая-то, все эти носятся с аутизмом, и вот и давай детей только бы это, не дают побыть самим собой. А это такое переживание даже в детстве, которое может быть в вашей жизни вообще не будет никогда. Самое живое, что оно может быть, это может быть вот это в детстве. Потом все это забивается, жизнь забивается. Но ваша задача за вперед этой вашей дальнейшей жизни туда вернуться, в другом уже качестве, осознанно. Вот. Как-то раньше не носились, я на аутизм перешел. Как-то раньше не носились, сдавали детей в детский садик, и все, даже если ты такой, весь в себя погруженный, но из тебя сделают человека, как в армии там. Я тоже был молчаливый и не очень контактный такой ребенок. Может быть, совсем не контактный. Мне нравилось быть одному. Так что идите туда. Пытайтесь. Как в этом же фильме «Люди в черном», мне нравится, ну вот что задевает, когда вы живете этим. Когда старший-то Томми Ли Джонс рассказывает Уиллу Смиту, как все стоит на самом деле. Так что, говорит, сиди, подумай, хочешь ли ты нам сюда идти. И какой он в ответ, то есть, что говорит главный герой? Он не думал, он говорит, оно стоит того, это единственный вопрос. Стоит оно того или нет? Нет такого вопроса, а что я получу, а что там может быть, а что там это страшно, не страшно. Так вот, если у вас такой вопрос, у вас вообще по жизни должен быть такой вопрос. Ввязываться, стоит оно того, значит ввязываемся, а там будем разгребаться и отмахиваться. Вот так вот. Ну а потом вам предстоит, наверное, серьезная работа уже начнется после этого. Как вы на нее настроитесь, не бросайте. Мне тут на первое видео такой вопросов пару подкинули, как таких, что называется, с козырей зашли, прям сразу в лоб. То есть, кого стоит слушать и кого не стоит слушать, тот этот. В общем, как отнеслись ко мне, как это. Сейчас, говорит, посмотрим, какой тут Сухов. И динамитную шашку ему такую. Мол, давай, отвечай, раз влез. Вот. Ну, слушать вы должны, конечно же, себя в первую очередь. Тогда шансы того на то, что
вы окажетесь в нужное время, в нужном месте, будут, конечно, больше, должны быть больше. Вот. Ну как, значит, слушайте себя? Я вот в такие штампы превратилась, когда загляни вовнутрь, там, слушай свое сердце и так далее, и так далее. Что ты там видишь. Или еще одна такая мулька. Это. Загляни вовнутрь и скажи мне опять, да что ты будешь делать. Фотоаппарат не падает. Такая вещь, как загляни вовнутрь и скажи мне, кто ты есть. Прям вот словами скажи, кто ты есть. И в этот момент мне хочется стать героем нашей Раши и начать разговаривать с монитором. Примерно так, что тебе прям словами сказать, кто я есть. Вот люди вообще не понимают, что они спрашивают. Нет там никакого опыта, ничего. На этот вопрос нет ответа словами, нету просто. Ну, просто нет. Переживание сильнее будет, чем вы не сможете рот открыть. Да, так вот, то есть слушайте себя, вплоть до того, как это вот просто интуиция, вот хочу, да или нет, откликается что-то, хочу и не хочу, не хочу, такое, да, первое такое, да ну нафиг, или сразу, или вот это мое, вот оно, что-то задевает, что-то откликается. Ну, включайте и интуицию, и разум надо включать. Разум, чтобы для того, чтобы от вашего наблюдателя включать, скажем так, чтобы вы смогли отличить такое, ну, настоящее понимание от сопротивления, которое возникает когда вы знаете, что у вас какая-то проблема, и вы не хотите с этим ничего делать. Ну и лучше я туда не буду влазить. Вот такое. А надо бы. Потому что, ну как вы можете прийти туда? Ну, есть, да, вот это прямое прям попадание. Но вообще надо и с собой приходится работать. И психология, психологически. Тяжело отколупывать себя вот это штукатурку такую, с которой много лет прожил. Вот. И кто знает, как что вам может помочь. Вы себя должны чувствовать. И через тело, или там через дыхание, через... Это же любая, даже йога там это... Ну и... Но не забывайте, зачем это все. Может, вы настолько продвинуты, что чтение какой-нибудь книги вас просто шарахнет по голове там, и все встанет на свои места. Тоже может быть такое. Поэтому работайте, работайте. И еще. Теперь оно того стоит, да, я могу сказать. Вот. Если вы нет, немножко не об этом. Вот, ну и если вот вы думают, что вот с пробуждением или вот ощущением этого счастья, там,
какого-то одномоментного, ну, становится все на свои места и становится, там, жизнь обретает новые краски. Ну, не знаю, у меня не так это как-то было, это все такое сравнение пришло, что вот вы бродите, вот вас бродит, что-то вот это все, чего-то не хватает, и вы все время на какой-то такой, на измене, скажем так, хотя все хорошо, может быть, внешне, там, или, ну, жизнь может быть устроена. Ну, вот. А потом с этим пробуждением вам подкидывают еще в эту бродильню, ну, дрожжей, закваски. Вот так вот. И получается, в конце концов, вам надо выгнать из этого, вот этой смеси вашей всей, там, 20-летней виски. Вот примерно так. То есть, выгнать и настоять, и впитать в себя в жизнь вот это все, как из дубовой бочки, все впитывать букет весь, насыщаться. Тогда может вот, любовь тогда станет такой непрерывным вашим состоянием. Вот. А то, что вот я вспоминаю, если бы я начал, да и не было такой потребности, но было пробуждение и было пробуждение, чтобы сразу рот открыть и пойти разговаривать и трясти кому. Слышь, со мной вот это вот, я такой, никто об этом не знал. Никто. Я однажды сказал об этом переживании тренеру, с которым вел вот эти тренинги телесно ориентированные, и все. Ну и все, вы живете дальше. Вся ваша жизнь такая. То так как меня интересовало только это, только то, что я внутри, вся моя жизнь была до определенного момента операцией прикрытия, разведчика такого. Глубоко законспирировавшегося. Вот. Слушать вот себя. Ходите к тренерам. Ну, не к тренерам, а смотрите, то есть я говорю, слушайте себя, будьте мастером самому себе, будьте мастером, но это не значит, что нам не надо смотреть какие-то видео или там, или живьем, лучше, конечно, живьем попадать на хороших людей. Потому что это как вот мы подлечиваем тело лекарствами, оно такое тело самовосстанавливающийся организм, надо просто иногда помогать, как мне доктор сказал, лекарствами поможем, и оно дальше само. И вот так же с душой вашей, вы просто забываетесь, и даже не знаете, как она выглядит на самом деле, живая. И мастер вам дает такое понимание. Не понимание, вы просто на него смотрите и как глоток свежего воздуха, глотнули. Ах, вот оно как это все правильно-то, а я тут кручу-верчу в мозгах одну и ту же пластинку. Очнись немножко и все. Ну, то есть это надо-то. Никто не говорит, что ничего этого не надо. Вот. Но все равно идти вам самим, быть мастером придется самому себе. Другого я что-то, честно говоря, не представляю, чтоб там где-то засесть и практиковать. Чего практиковать, непонятно. У вас могут быть открыться сверхспособности, но это какие-нибудь. Или крыша там съехать. Но это не то. Это не то.
у меня был такой период как раз на этих физических, на физических, на телесных, на телесных всех. Очень быстро начинает идти, если чувствительное у меня тело, ну вот у меня, допустим, очень быстро начинает идти все эти там считывание энергии, там путешествия по каким-нибудь жизням, по цвета чакр различать, там, что у вас заблокировано, что не заблокировано. Ну, это, ну, не чакрах, а там в теле действительно есть блоки, и с ними тоже желательно поработать. Лучше быть расслабленным. Вот. И был такой, то есть у меня был не то что выбор, выбора-то как раз не было, потому что я сразу понял, что ну вот это мне не надо, все эти сверхспособности, хотя там каналы они эти открываются довольно быстро, там потусоваться в хорошей компании, в хорошей энергии, хорошими тренерами. Вот. И не было туда желания идти, потому что интересовало меня другое. И как-то у меня это понимание разделилось, что это не то. Это не самопознание в таком глубоком смысле. Вы знаете, будете знать все в своем теле, вы сможете читать там энергии. Грубо говоря, находить там, или чувствовать людей, там, контакты с глазом, считывать руками там, информацию с тела, считывать глазами информацию с глаз. Как бы, все это есть на самом деле. Но не запуляйтесь туда, не запуляйтесь, если вы не то ищете. Вот. Кому-то это может быть и понравится. Вот таким продвинутым в этом отношении. Все, жизнь это все допускает, конечно же. Да. Ну и вот я начал говорить, что вам надо выгнать из этого коктейля вашего, браги такой, хороший напиток, кому что нравится. Коньяк, виски или, может быть, просто вино. Все это должно набирать букет с течением. Иначе выбор такой у меня был. Или, вернее, не выбор, а понимание. Ведь превращусь же или превращаться в такого брюзжащего старика, ну или наоборот. Что делать? Что делать-то? Ну, так. Выбрал. Даже я не выбирал. Нету выбора. Вот жизнь не дает выбора. Она ведет вас туда, куда. Или туда, или никуда. И как-то 20, то есть, что делать? Ну, вы понимаете, что, жизнь и вы не будете, я не членом этой тусовки эзотерической. Что-то надо, то есть, не бегать по группам и по тренингам, мастерам. Просто превратилась вся моя жизнь постепенно все. Она и была-то, я так жил, чувствовал интуитивно жизнь. А дальше она стала превращаться все больше и больше, тотальное такое, в конце концов, самонаблюдение. И в общем, випассана называется, 24 часа в сутки. Самонаблюдение, другого там ничего не придумаешь.
как еще? Вы же не можете, ну вот вы час там, меня так иногда думал, надо бы посидеть, помедитировать хоть часок там что-нибудь это, вдруг там что-нибудь угляжу там или что-нибудь такое. И так меня это ломало, чтобы сесть и еще медитацией заняться какой-то техникой. Да ну нафиг, я лучше на диване полежу. Ну, глупость полнейшая, просто, особенно если дома. Ладно, вы выехали, оторвались куда-нибудь там на неделю, и там дали там встряску себе, тоже хорошо. Ну а дальше в этой, в рутине находиться 24 часа, ну ладно, не 24, ночью спим. Но остальное это время желательно бодрствовать в сознанке, а не в несознанке. Ну, то есть не в несознанке, это когда ты впадаешь в свои мысли, и все, и тебя нет. Он вспомнил, и ничего нету. А где был? Не было меня. Вот превращайте свою жизнь в это самое, чтобы всегда были. Включайте своего наблюдателя. И как-то так совпало. А получается что? Вылазят, когда открывают рот и начинают, я уж не знаю, там были у кого-то эти пробуждения или не были, у меня такое ощущение, что ни у кого там почти ничего и не было. Но почему-то несут свет истины, прям так и называются. Вот. Ну, еще вопрос такие, чтобы не было. Обозвался я облаком в штанах. Ну, нравится мне эта фраза. Вот как-то она ко мне подходит. Не мужчина, а облако в штанах. Это из Маяковского, так поэма называется. Вот. Чтобы не называться этими всеми глупыми коммерческими названиями, там, дзены, там, какие-нибудь дзы, там, с вами, ну, или еще какие-нибудь там гуру. Какие-нибудь глубокомысленные имена, подразумевающие охрененную глубину с прошлых жизней, наверное, еще. Вот. Ну, просто так. Понравилось. Наверное, не понравилось. Понимаете, как-то пазлы так складываются в жизни, потом они начинают складываться. Вы не понимаете в детстве, что вам нравилось? Вот этот кусочек, вот этот кусочек, вот этот кусочек. Вот это вам запомнилось, это. Почему? А потом оно все в обратную сторону начинает собираться. Вот такой. Вот ваш внутренний ребенок. Вот в детстве, допустим, ну, представьте себе хорошего мальчика, который хорошо учился, там, не хулиганил, ну, в душе, наверное, там были, конечно, всякие моменты, но такой не очень смелый, вот, ну, отличник почти был до определенного времени, там, да, вот.